А ты знал, что мордовская исправительная колония для женщин считается самой жестокой? Ее еще часто сравнивают с черным дельфином. О случаях изнасилования женщин-заключенных в этой тюрьме. К сожалению, жестокость – частый феномен в российских тюрьмах. Сегодня вы узнаете о том, как живут преступницы, что случается, если заключенная родит ребенка, и какие ужасы могут происходить в стенах колоний. Самой страшной тюрьмой для женщин в России считается исправительная колония номер 2 в Мордовии. Учреждение рассчитано для размещения около 500 человек. Главное отличие мужских тюрем от женских в том, что в случае первых допускается пожизненное наказание, в то время как самый большой срок для женщин составляет 25 лет. А вот распорядок дня и правила в колонии номер 2 очень схожи с такими тюрьмами, как «Звездочка» или «Черный дельфин». Кстати, о них мы тоже выпускали ролик. Так вот, в 6 утра у преступниц подъем. Женщинам дается целый час на личную гигиену, после чего в 7 часов все они должны быть на построении. Далее идет завтрак и начинается время работы. Затем, лишь с перерывом на обед и ужин, женщины трудятся до самого вечера. Отбой, как и в мужских колониях, в 10 часов вечера. Схожесть есть и в условиях содержания заключенных. Женщин, чей срок превышает 20 лет наказания, так же, как и в колониях строгого режима для мужчин, не пускают на прогулки на улице. Для этого есть специально отведенное помещение с решеткой вместо крыши и бетонными стенами. Помимо этого, особо опасных преступниц всегда сопровождает конвой минимум из 3 человек, в числе которых кинолог с собакой. Он обязательно должен осматривать камеру заключенных перед тем, как запустить их туда. Естественно, сделано это все для безопасности. Но главным отличием в содержании преступников женского пола от мужского – физиологии. Процессы, которые протекают в организме женщин, заставляют их, например, чаще обычного ходить в туалет. Эта ситуация усугубляется в случае, если женщина до этого рожала, ведь тогда в туалет она будет ходить намного чаще. Все это становится большой проблемой для исправительной колонии номер 2, так как она заполнена почти на максимум. Так, преступницам приходится спать на кроватях, которые приставлены друг к другу, дабы сэкономить место и вместить больше заключенных. А туалеты в женских камерах редко отличаются от мужских. Вполне возможно, что там будет просто дырка в полу, вместо хоть какого-то унитаза. Да и один туалет на камеру вместимостью в 10 человек в условиях русской тюрьмы вполне реальность. Интересны и особенности именно этой колонии. Так, для более четкого понимания, сотрудниками о склонности заключенных к каким-либо действиям, например, суициду или побегу, на кроватях преступниц устанавливаются специальные флажки разных цветов. Каждый цвет указывает на ту или иную склонность. Желтый – к возможному суициду, красный – побегу, а синий – пристрастие к алкоголю. Часто встречаются случаи, когда на одной кровати висит несколько флажков. К таким личностям требуется повышенный контроль со стороны администрации, так как именно они становятся зачинщиками бунта. Существуют в колонии и специальные камеры облегченного режима. В них попадают женщины, которые скоро должны оказаться на свободе, а также заключенные, которые себя хорошо вели. Бывали случаи, что в таких камерах оказывались личности, которые сотрудничают с администрацией колонии. В исправительной колонии для женщин предусмотрены помещения для работы. Заключенные шьют одежду для разных служб, таких как ФСИН, МВД, Министерство обороны и других. Работают преступницы 8 часов в день с перерывом в 1 час на обед. Помимо производства, в колонии присутствует свой огород, в котором женщины также могут работать. Еще один интересный факт – женщинам в колонии разрешено стричься. Их не бреют налысо, как это происходит в обычных мужских тюрьмах, но есть и свои ограничения. Например, нельзя просто так взять и сменить прическу. Это происходит только с письменного одобрения руководства колонии. При этом красить или серьезно менять прическу заключенным запрещено. Сделано это по одной простой причине – на каждого преступника существует характеристика, которая будет использоваться в случае побега заключенных. В ней учитывается рост, вес, телосложение, прическа и цвет волос,
и даже черты лица. Такой подход позволяет очень быстро найти беглеца. И, наверное, последняя особенность именно этой колонии – наличие специального родильного дома. В нем, как ни странно, происходят роды, а после женщины вместе с детьми возвращаются в детские дома и колонии. Кстати, делают они это обязательно под вооруженным конвоем. Днем дети ждут своих мам, находясь как будто в детском саду, а утром и вечером находятся вместе с родителем. Находиться в колонии ребенок может не более 3 лет, а после должен быть передан родственникам или в государственный детский дом. Остаться с матерью в тюрьме разрешается только при очень хорошем поведении. Еще одна тюрьма, специализирующаяся на размещении в ней женщин, расположена во Владимирской области. Головинская исправительная колония номер 1 расположена всего в получасе езды от города. В регионе эта тюрьма считается старейшей, так как она была основана еще в довоенное время. Быт заключенных здесь не сильно отличается от других тюрем. Подъем в 6 утра, час на уход за собой, построение, завтрак, работа, ужин, отбой в 22:00. Все как и везде. Раньше отличалось только место работы. Когда-то заключенные занимались лесозаготовкой. Настолько сложный физический труд заменили на швейное производство. Женщины в Головинской исправительной колонии, как и в ИК-2 в Мордовии, шьют одежду для различных силовых структур. Как отмечают осужденные, им все равно, что и кому шить, ведь они изготавливают одежду даже для Федеральной службы исполнения наказаний. Та самая государственная структура, которая управляет всеми тюрьмами страны. Даже учитывая, что в колонии содержатся женщины, никаких поблажек им не делается. Это проявляется даже при посещении колонии. Журналисты отмечали, что при входе в колонию абсолютно все, даже сотрудники ФСИН, оставляют телефоны и подозрительные предметы на КПП, а дальше все должны пройти через 3 шлюза и сдать свои паспорта. Естественно, все это сделано, чтобы заключенные не сбежали и не могли получить какие-то предметы, которые могут помочь им в этом. В колонии с 2012 года действует дом ребенка и центр совместного проживания. О доме ребенка мы уже рассказали, а вот о центре нет. Так вот, центр совместного проживания – это здание, в котором могут содержаться дети. Со стороны все выглядит как обычный детский сад, да и внутри тоже. Много игрушек, разноцветная мебель, все рассчитано для маленьких детей. Перед входом даже есть детская площадка, на которой расположились качели для малышей. А на клумбах заключенные высадили цветы. На самом деле, если не обращать внимания на колючую проволоку, то можно даже забыть, что это тюрьма. В колонии часто проводят разные мероприятия, направленные на помощь заключенным. Например, преступницы часто занимаются вместе с психологом. Существуют даже свои кружки, которые отличаются по занятиям. Например, кружок земледелия, в котором заключенные могут работать с местным садом. И на самом деле территория Головинской женской колонии, благодаря силам преступниц, выглядит очень даже ухоженно. Исправительная колония номер 7 в Иваново вмещает в себя 550 осужденных. В ней содержатся только женщины. Образована эта тюрьма была в 1938 году, что делает ее одной из самых старых в России колоний. Большинство заключенных попадает сюда из-за наркотиков, но есть и те, кто попал в тюрьму из-за разбоев, грабежей и даже убийств. Отличительной чертой колонии номер 7 стало наличие собственной психологической лаборатории. Это сделано с целью постоянной работы психологов с заключенными. В тюрьме также есть достаточно большая библиотека. В ней функционирует кабельное телевидение. Правда, смотреть на нем можно только религиозные каналы и те программы, которые утвердила администрация. В колонии также создали вечернюю школу, которую могут посещать все заключенные, не достигшие 30 лет. На территории тюрьмы есть своя медицинская часть, а также своя маленькая церковь. А работа, как и везде, представлена швейным производством. Судя по этим данным, и не скажешь, что в тюрьмах России могут происходить какие-то ужасы. Но не стоит думать, что женские тюрьмы так сильно отличаются от мужских, где происходят избиения и манипуляции. Все это присуще и женским тюрьмам. Конечно, российские тюрьмы не могут обойтись без каких-либо ужасов.
Про плохие условия содержания рассказано очень много. Чаще всего все это связано со старыми зданиями тюрем, в которых сыро и холодно. Также многие проблемы встречаются из-за слишком большого количества заключенных, которых просто некуда размещать. Отсюда вытекают и следующие проблемы – антисанитария и болезни. Все это относится не только к мужским тюрьмам, но и к колониям, предназначенным именно для женщин. Но на этом ужасы женских тюрем не заканчиваются. Например, многие бывшие заключенные отмечают обилие насилия на производствах. Придет, к примеру, на фабрику женщина, которая не умеет работать за швейным станком, а на производстве есть норма выработки. Так вот, пока заключенная не выполнит эту норму, ее никто не отпустит. А если работа будет сделана некачественно, то и вовсе могут избить. Многие преступницы рассказывали, что некоторых заключенных задерживали на производстве далеко за полночь. А тех, кто не хотел работать, подвергали физическому насилию, да такому, что и мужчины не выдержали бы. Выдержать все эти издевательства над собой сможет далеко не каждый. Из-за этого в колониях часто встречаются попытки самоубийства. В женских тюрьмах чаще всего это происходит как раз-таки на швейном производстве. Дело в том, что там располагается достаточно много острых предметов, которые несчастные преступницы и используют в попытках суицида. Обычно это происходит во время обедов, когда все уходят, а кого-то, кто не успевает закончить свою норму, оставляют одну. Такие ужасы часто встречаются во всех тюрьмах. Одна женщина поделилась историей из своего тюремного прошлого. Была девушка, над которой часто издевались, избивали и вообще не давали спокойной жизни. Из-за этого она повесилась прямо на колготках. А работники колонии, которые увидели это, не то что не стали спасать ее, а вовсе бросили бедную девушку умирать. И говорили о ней так, будто это какая-то вещь. Собственно, такое отношение часто встречается. Безразличие и жестокость – вот что объединяет работников колоний. Даже в мужских тюрьмах и СИЗО встречаются акты изнасилований, но в женских исправительных колониях эта проблема стала первостепенной. Такое случается достаточно часто. Какой-нибудь начальник, который раньше совершал уже подобные преступления, легко повторит их вновь. Да и доказать преступление никто не сможет, ведь мнение заключенных почти никогда не учитывается. Одна заключенная поделилась, что при ее колонии есть свиноферма и завод молочного производства, на которое часто отправляли людей прямо без конвоя. Это означало, что женщина, которая идет на работу, остается полностью беззащитна. А на производстве был работодатель, который уже отсидел за изнасилование. Собственно, начали ходить слухи, что этот мужчина насилует бедных женщин. Поверить в это можно с трудом, но так оно и есть. В одно время этот работодатель настолько сильно поверил в свою безнаказанность, что стал звать с собой знакомых для издевательств. Некоторые девушки, которые устали от издевательств, специально нарушали правила, чтобы их отстранили от работ. Но даже это не помогало, так как за такие нарушения издевательства только добавлялись. Подобных историй в российских женских колониях очень много, что, честно говоря, пугает. Орловская женская исправительная колония как раз подпадает под характеристику ужасных тюрем России. Если прочитать где-либо комментарии по поводу содержания и быта, то можно найти очень много гневных отзывов о нарушении тех или иных правил. Например, многих заключенных могут лишать звонков с родными и близкими за то, что какому-то бригадиру на производстве что-то не понравилось. Но и на этом работники тюрем не останавливаются. Часто в отношении заключенных женщин применяется насилие, а проблемы в здоровье и вовсе не учитываются. Многие отмечают, что лечение получить в этой колонии очень сложно. С температурой 39 тебе не разрешат отдыхать от работы, а просто дадут таблетку парацетамола и отправят на производство. Да и на травмы никто не обращает внимания, ведь все их можно просто игнорировать. Примерно так и относятся к здоровью заключенных во всех тюрьмах. К счастью, в Орловской женской колонии хотя бы не было случаев изнасилования, по крайней мере, доступных общественности случаев. Возможно, за стенами тюрьмы это становится обычным делом и просто тщательно скрывается, что наводит еще больший ужас. Про тюрьмы стало немного понятнее, что они слабо отличаются от мужских колоний.
Но как выглядят следственные изоляторы для женщин? Да, в общем-то, почти так же, но их намного меньше. Например, в Москве всего одно СИЗО под номером 6 отведено для женщин. Камеры достаточно чистые и представляют из себя комнатушки, в которых к стенам приварены лавочки, а где-то в углу стоит туалет и раковина. Правда, то, что происходит дальше с заключенными, может повергнуть вас в шок. После прибытия нужно сделать карточку подсудимого. В ней описываются все данные человека. Рост, вес, форма лица, прическа, указываются и отличительные черты, такие как родимые пятна, шрамы или родинки. Все это нужно, чтобы при побеге по характеристике как можно быстрее найти преступника, а дальше идет проверка на наличие запрещенных предметов. Человека раздевают и заставляют приседать. Этот унизительный способ используется почти везде, но если в СИЗО имеется специальный сканер, похожий на те, что устанавливают в аэропорту, то подобных процедур не будет. Правда, далеко не во всех регионах такие сканеры в принципе присутствуют хоть где-то. А дальше подсудимым необходимо находиться в изоляторе до вынесения приговора. Как много времени займет это, никто не знает. Есть некоторые личности, которые годами находятся в подобных изоляторах, так и не добираясь до полноценной тюрьмы. Сегодня вы узнали о том, как живут женщины в тюрьмах, какие для них создаются условия, а также с какими ужасами встречаются заключенные. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!